Добрый вечер, это Михаил Лобковский, взрослым о взрослых. У нас сегодня, в общем, женская тема. Стоит ли сохранять брак ради детей? Хотя многие мужчины скажут, ну почему женская? Меня этот вопрос тоже интересует. А сейчас прямо звонок. Я не успел еще даже рот закрыть. Прямо Добрый вечер. Звонок у нас. Добрый вечер, Михаил, да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы замужем? Уже нет. А как вас зовут? Меня зовут Ольга. А чё ж звоните, если уже нет? Собственно, по этому поводу и звоню, у меня такая история. Смотрите, я пыталась сохранить брак ради ребенка, до года ребенка. У мужа был пивной алкоголизм. Так. Вот, ну, нашла все силы, ушла, в общем-то, в никуда, но ушла. Вот, до 3 лет сохраняла общение отца с сыном. Вот, при условии, что он трезвый и в моем присутствии. Вот, но однажды, увидев агрессию мужа, она была направлена и на меня, и на ребенка, получается. Я общение прекращаю и развожусь. Вот, прошло 2 года, отец ребенка никак не участвует в нашей жизни. Вот, сейчас сыну 5 лет, получается, и недавно он стал интересоваться отцом. Вот, мои вопросы. Значит, вот, стоит ли ради ребенка, если не сохранять брак, то выстраивать отношения А вы еще с в браке бывшим мужем находитесь? как... Нет, я развелась. А что просто стоит Вот. сохранять брак? Уже не стоит. Вы его не сохранили. Нет, да-да, если не сохранять брак, вот я говорю, что сохранять какие-то отношения как с родителем ребенка, да, с бывшим мужем. И вот как реагировать на вопросы сына, на желание его общаться с отцом. Ну как пойти общаться? Он же не может взять и пойти к папе в гости. Он может только позвонить ему, я правильно понимаю? Да, он уже это делал. Он один раз попросил позвонить отцу, и я сказала, что вот, пожалуйста, звони. Он позвонил. И? Вот. Что было? Отец с ним поговорил, ну, знаете, как, в общем, с дальним родственником, да, разговор был такой. И на все прямые вопросы сына, а почему ты вот не приезжаешь там, ну и так далее. Ответы были, в общем-то, в мой адрес, камни были в мой огород. Угу. То есть вот мама не разрешает, вот мама, ну и так далее. Угу. Вот такой разговор был. Смотрите, вот так ответить однозначно на вопрос невозможно. Вот когда я слушаю такие истории, и кроме меня еще миллион человек их слушает, люди для себя, видимо, делают выводы, правильно? Для этого, собственно, мы и разговариваем. Что я вам хочу сказать? Конечно, 5 лет ребенку многого не объяснишь, но я за правду. Правда заключается в том, что папа у тебя прекрасный человек, но нездоровый. Это же правда? Алкоголизм Да, это психическое расстройство, относящееся к так называемой химзависимости, химической зависимости. Вместе там с наркоманией, просто там алкалоиды, тут опиаты и другие вещества, в принципе, один и тот же. Поэтому вы можете потом, когда ребенок станет постарше, объяснить, что как бы я против папы ничего не имею, но, к сожалению, в состоянии, в котором он пребывает, он становится агрессивным, и с ним сложно общаться. Не то, что мы к нему плохо относимся, мы сами переживаем, но вот, к сожалению, вот так. То есть его поведение становится не совсем адекватным, поэтому мы не можем общаться. А когда папа, так сказать, вы же сами говорите, когда он трезвый, так пожалуйста, я правильно понимаю? Ну, папа, в общем-то, не против общаться, получается, да, на сегодняшний день папа, в общем-то, не против, но он никак не участвует в нашей жизни, он нам не помогает, то есть, да, я не против, но ничего для этого он не делает. То есть он не приезжает, не предлагает? Нет. Понятно. Но, чтобы ребенку было не обидно, я еще раз повторю, не в смысле папа к тебе плохо относится или папа не хочет с тобой видеться. Папа нездоровый, и то, что происходит, это следствие нездоровья. Понимаете, какая логика? Да, когда ребенок просит вот конкретно, а давай вот мы к нему съездим в гости, вот как вот тогда быть? Нет. Вот, нет, мы не Нет. поедем. Ну, а ребенок агрессии не поедем, помнит, да? конечно, да? Ну, слава богу, нет. Не помнит. Ну да, тут, говорится, слава богу. Сложная ситуация. Вы можете просто, вы можете, как бы мужу бывшему сказать, как вы ему уже сказали, когда ты трезвый и вменяемый, пожалуйста, общайся. Да, Правильно я понимаю? Да. То, что он не хочет, я объясняю для ребенка как, чтобы ребенок успокоился. Папа-то фиг с ним. Чтобы ребенок успокоился, но ребенку надо объяснить, что папа так себя ведет не потому, что не любит тебя, да, а потому что, он не поймет такие вещи, как там измененное сознание, да, алкоголика, или там личность деформированная, ему это не надо. Но вот в таком состоянии, к сожалению, он понимает, что когда папа пьяный, он же был, наверное, свидетелем? Ребенку был год, получается. Не понимаю, да.
год, и он этого не помнит. Но получается, такая ситуация, что, вот вы говорите, что он против. Если я позвоню отцу ребенка и скажу, мы приедем, он нас примет. Но мне опять придется, видите, контролировать, чтобы он был трезвый, чтобы не было агрессии. Мягко говоря, мне этого так не хочется делать. Вот, по моим правилам вы не должны делать, да. По моим правилам вы не должны это делать. Понимаю, что вроде не должны, вы считаете? По моим правилам точно нет. Вы всегда выбираете себя. Когда человек все сильно голову ломает, такая сложная ситуация. Есть плюсы, есть минусы. И вы прямо замучились думать. И ребенка жалко. И вы не уверены, и вы не уверены в отце, и как он примет, как он себя будет вести. Открываешь правила Лобковского, там написано, не делай, что не хочешь, и весь разговор. И не надо себе голову ломать. Все. Понимаете? Спасибо за правила, за ваши и за вас. Здоровья. За меня это надо маму благодарить, папу, нет за что. Михаил, помогите, пожалуйста, советом. Родила ребенка случайного в своей жизни человека. Теперь мучает чувство стыда перед знакомыми, соседями и друзьями. Не знаешь отвечать на неудобный вопрос об отце ребенка и отсутствии мужа. Что делать с этими мыслями, как настроить иначе? Удастся ли преодолеть это? Ксении 23 года. Ксения, дайте отвечу на телефонный звонок, а потом вернусь к вам. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, как вас зовут? Меня зовут Степан. Я, собственно, молодой отец двоих прекрасных пацанов. Старшему 5, младшему 4. С супругой мы 10 лет вместе, в браке 7. Собственно, очень такой острый сейчас момент. За всю нашу историю мы расставались сейчас 8-й раз. До свадьбы раз 6, и первый раз год назад мы уже в браке. Женились и родили 2 детей, что жизнь медом не казалось? Каких соображений? Может, сначала еще до свадьбы расстаться, потом после свадьбы 8 раз расстаться? Я не понимаю. Нет, немножко нет. Может, я не понял вас? Нет, немножко не так, видимо, поняли. Очень страстные у нас отношения, и когда накал слишком велик, мы расходились. Потом мирились, полгода, год, все прекрасно, а потом опять отношения шли на спад. Я прошу прощения, как вас зовут, сказали? Степан. Степан, дорогой, но страстный и конфликтный — это не синонимы, вы согласны? Согласен. Это не страстные отношения, это конфликты. Вы же расходились не от того, что вы друг друга душили в объятиях любви, а от того, что вы ссорились, как я понимаю. Все верно. А в чем ваш вопрос? Хорошо. Вопрос в том, что стоит ли сохранять брак ради детей. Дело в том, что дети видят нашу ругань, и мне это точно не хочется. И как только мы с супругой, я сейчас уже переехал, я живу в другом месте. И как только, это уже 2 месяца, да. И как только мы с супругой договорились, что все, после Нового года мы разъезжаемся, даже на поведение детей это сказалось, они стали себя намного спокойнее вести. И на расстоянии мы можем вести себя очень, хорошо и полюбовно, но как только мы сближаемся, сразу происходит... Я понял. Степан, во-первых, огромное спасибо вам за ваш звонок, потому что это очень интересная тема, и сейчас я ее раскрою как можно шире, глубже, выше и подробнее. Итак, во-первых, я правило не собираюсь отменять ради детей, поэтому вы по-прежнему не делаете то, что не хотите, а там еще есть одна история. Правило номер 3, когда ты говоришь только один раз, если ситуация не меняется, то или вас все устраивает, или до свидания. Вы не можете по 10 раз одно и то же повторять, ссориться и мириться. А теперь давайте обратим внимание на рассказ Степана. Дело в том, что у людей есть установки. Например, терпеть во что бы то ни стало, терпеть любой ценой, потому что я это делаю ради детей. Но Степан нам рассказывает, что если терпеть ради детей, то детям еще хуже становится от того, что мама с папой живут вместе. Вы хотели полную семью? Как говорится, вам хочется песен, и их есть у меня. Пожалуйста. И Степан в наличии, и мама детей в наличии. Но дети, как вы видите, говорит Степан, успокаиваются только когда они разъезжаются. Видите, что он говорит? Мы договорились с Нового года жить раздельно, и уже стало спокойнее детям. И когда мы живем раздельно. Сказать, что дети будут счастливы от того, что родители не живут вместе, я не могу, это вранье. Сказать, что дети будут счастливы от того, что родители живут вместе, это тоже вранье. Дети страдают от того, что родители конфликтуют, они это все переживают. Когда они разъезжаются, они страдают от того, что там папа не живет с ними, они любят своего отца. Возникает вопрос, а как в этой ситуации конкретно у Степана быть? Конечно же, во-первых, разойтись и вывести детей из эпицентра взрыва.
Потому что, в отличие от страстных отношений родителей детей, у детей страстных отношений от их конфликтов точно не наблюдается. Зато могут наблюдаться неврозы, там, я не знаю, диатезы, нейродермиты, тики, все, что хотите. Поэтому они правильно поступили. Степан, я вам обращаюсь, вы молодец, что так поступили. Что дальше? Дальше это очень сложная тема. Надо переехать с отношений муж и жена на отношения мамы и папы. Это вообще не одно и то же. Прям совсем не одно и то же. И очень часто сложно и мужчинам, и женщинам особенно, съехать с рельсов супружеских на родительские. Но надо. Потому что как муж и жена вы все время конфликтуете и что-то делите. Лидерство, власть, я не знаю что. А как мама и папа, нормально все. У вас каждого своя жизнь, но дети — это ваши дети, вы общаетесь на почве детей. Ну и есть еще один вариант, более сложный. Вы можете попробовать, если вы прям так безумно друг друга любите, что-то сделать со своей агрессией и конфликтностью. Может быть, поможет. У нас звонок, я так понимаю. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наиля. Здравствуйте, Наиля. Так, Михаил, вот у меня подросток, сын, конечно, сложно. Вот это сейчас период вообще. Мы как в аду там горели, и драки, и все такое было. С сыном-подростком или с мужем? Нет, с подростком. С мужем вот как раз-таки мы вообще вот не общаемся. Мы живем вместе уже 15 лет. Мы можем по 2 дня не разговаривать, да. Я как бы обращалась к психологу, но вы знаете, вот какая ситуация. Как бы ребенок другой-то, вот, модели семьи он не знает. Для него это норма, что папа вот может за выходные не выйти там из комнаты, не сказать ему даже слова. Как вот, я даже предлагала сыну, говорю, давай уйдем к бабушке. Он мне говорит, а папа? Вот, понимаете? А папа к дедушке. А что папа? Нет, а как папа? То есть, а как мы без папы? То есть для него, наверное, вот это норма. Вот. Ну не то, что норма, а он просто любит родителей. Там нет никакой нормы ни для кого, но его тоже надо понять. Дети же любят своих родителей, они не понимают, что они так или не так делают. Вот в чем проблема. А в чем ваш вопрос? Ну, я хочу вот разорвать это все, очень хочу. Меня прям это все... А терпите ради сына? Ну, наверное, да. Ну, вы знаете, я же ответил уже на этот вопрос. Думайте, стоит ли вам это делать или нет. А я уже все сказал. Итак, возвращаемся к Ксении, 23 года. Она родила ребенка от случайного человека. Теперь ей стыдно перед знакомыми, соседями и друзьями. Не знаю, что отвечать на неудобный вопрос об отце, отсутствии мужа. Что делать с этими мыслями, как себя настроить иначе? Удастся ли преодолеть? Дорогая Ксения, вам 23 года. Вы, я бы сказал, подросток-переросток. Поэтому у вас в голове вот такие мысли. На самом деле, неужели вы думаете, что ваши друзья, соседи, знакомые, прямо вот единственное, что их в жизни интересует, от кого ребенок или почему у вас нет мужа? У вас комплексы, вы в себе не уверены. Вам на самом деле совершенно по барабану, от кого ребенок и что скажут по этому поводу ваши соседи. Вы знаете, я когда людей принимаю в консультации, я там периодически в кабинете делал ремонт. И я думал, ну как же, люди же приходят, они же посмотрят, как шкафчик выглядит, где обойчики отрываются, и мебель какая. И вдруг я понял, да им по барабану, как выглядит. Они пришли со своими проблемами. И вообще глубоко наплевать, как выглядит кабинет в консультации. Да хоть там голые стены бетонные, и, я не знаю, табуретки стоят. Их интересует только их жизнь, их интересует только их проблемы. Так же и у вас, Ксения. Вы думаете, а вот никто из них не спит, не ест, думает, слушай, интересно, откуда у нее ребенок? Где нагуляла? А вообще мужа нету. Ксения, точно это не так. Им совершенно наплевать, откуда у вас ребенок. Кто-то из великих сказал, что мы тратим очень много лет своей жизни на то, чтобы доказать что-то людям, которых никогда в глаза больше не увидим. Это когда мы на улицу выходим, идем сквозь толпу, и мы должны понравиться. У вас примерно то же самое. Не надо себя настраивать, что с этими мыслями делать. Вы рады своему материнству. Вы переспали с мужчиной, у вас появился ребенок. Радуйтесь. Многие женщины не имеют детей. Уже со всеми переспали, а детей как не было, так и нет. У вас есть ребенок. Получайте удовольствие. Ира Ланская пишет, если папа вообще нами не интересуется, а ребенок спрашивает про папу, надо ли мне звонить папе. Дорогая Ира, я не знаю, сколько лет вашему ребенку. Зависит от его возраста, надо ли звонить или не надо. Что я имею в виду? Вы должны, я считаю, что надо говорить, какую-то понятную для ребенка все-таки правду.
Я очень плохо отношусь к глухонемым капитанам дальнего плавания, к портрету сбитого летчика на стене в гостиной, к могиле неизвестного солдата, где типа твой папа похоронен и так дальше. Не надо так делать, потому что ребенок рано или поздно узнает правду, у него будет жуткое состояние, он поймет, что это неправда, что его обманывали. Он не поймет, почему же тогда отец с ним не общался. Поэтому лучше всего, я вам такой пример сейчас приведу. Вот смотрите, какая история. Как американцы рассказывают в детских домах детям, которых нашли в годовалом возрасте или там вообще в 3-месячном возрасте на помойке. А им сейчас 16 лет. И вот с ними беседует психолог из детского дома. Он говорит: конечно, ты любишь свою маму, потому что она дала тебе жизнь. Если бы она тебя не рожала, тебя просто сейчас здесь не было. Более того, рожала — это не этот вот такой процесс под названием вылетание пробки из бутылки с шампанским. Рожала она еще на минуточку 9 месяцев тебя все-таки вынашивала. То есть какая-то она была там ненормальная, не знаю, наркоманка, алкоголичка и так далее. Тем не менее, она 9 месяцев охраняла твою жизнь. А почему, он спрашивает, на помойку-то меня снесли? А они говорят: ну как на помойку? Во-первых, там тепло. Во-вторых, туда люди все время ходят мусор выбрасывать. Она надеялась, что тебя кто-то подберет. Так, собственно, и получилось. И, наконец, конечно, ты любишь свою маму, она дала тебе жизнь, но она оказалась больным или слабым человеком и не смогла тебя воспитать, и мы очень сожалеем, очень тебе сочувствуем. Вот роман, это пьеса Горького «На дне». Лука такой был герой, который все пытался людям помочь добротой. Я хочу сказать, что это очень интересная идея американская, потому что они не хотят, чтобы ребенок всю жизнь думал, почему с ним так поступили, почему мама его бросила и так далее. И они пытаются вывернуться наизнанку и найти такие слова для ребенка, чтобы он принял и маму, и эту жизнь. До тех пор, пока он ненавидит свою мать, он будет глубоко несчастным человеком. Ну и как поет Пресняков-младший: лучше ласковой лжи, беспощадная правда. Вот так. Поэтому, когда папа с вами не живет, то у папы есть какие-то причины. Если мы говорим про алкоголиков, наркоманов, странных людей, которые там из комнаты не выходят днями, да? Ну скажите, ну папа странный у нас. Конечно, он тебя любит, но, к сожалению, вот он такой человек, он не может нормально общаться. Ну, мы тоже переживаем. А не рассказывайте, что папа сейчас на подводной лодке дрейфует, поэтому никак не может позвонить. Там у них телефон, деньги на телефоне на подводной лодке закончились. Не надо. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юля, мне 37 лет. Да, Юля. Я вот не стала сохранять брак ради детей. Я развелась 2 месяца назад. И сейчас для меня очень тяжелое время, я переживаю. Я вот чувствую, что у меня уже силы истощаются, напряжение на Подождите, я потерял нить рассуждений. Юленька, Ага. Вы что сделали, развелись? Да. И у вас сейчас силы заканчиваются? Да, мне Как? очень тяжело. Без мужа? Да. А зачем вам муж? А зачем вы развелись, кстати? Развелась. Ну, мы стали плохо друг к другу относиться, не могли уже жить вместе. Мы не были счастливы в последнее Так. время. И вы, то есть вы сознательно на это пошли, потому что ваша Да. семейная жизнь счастья вам не приносила. Да. Так, а сейчас что произошло вдруг? Мы развелись, и, сейчас у меня 2 месяца едет уже крыша, потому что, простите, у меня и секса нет, и мне тяжело с детьми в уходе, потому что отец сразу же отказался мне их в садик заводить, отводить и забирать, и прекратил с детьми общаться. Есть кое-какие плюсы, я теперь ем, что хочу, стала дома. А что вы раньше ели? А вот, вы знаете, что-то другое, видимо, под мужа подстраивалась. Стала дома музыку слушать и танцевать при муже, я стеснялась этого делать. Своей радости. Да, вот это радость. Вообще реальность такова, что я к ней не была готова. В чем ваш вопрос? Так. А вопрос еще вот такой, что я сейчас трусливо думаю, что лучше бы вернуть все на место. Но вот почему, когда я освободилась от этих нездоровых отношений, я сейчас испытываю страх, беспомощность, апатию, а я ожидала радость. Вот как мне обрести радость? Хороший вопрос. Сейчас я вам на все вопросы отвечу. У нас есть минуточка, да? Отвечу вам подробно на все вопросы. Потому что вы, как наркоманка, какое-то время питались вот этими неврозами, этими странными отношениями с мужем. Вы от них страдали, и тем не менее
вы в них жили. Во-первых, вы в них замуж вышли, детей родили, там все не просто так. Это не то, что я ошиблась, с утра прямо схватила вещи и убежала. Какое-то количество лет вы прожили вместе. И, казалось бы, я избавилась от этого. Я теперь свободная, но нет. А наркомания история такая, вас же обратно туда тянет, понимаете? Вам не хватает не то, что помощи мужа, как вам кажется, что он там в сад детей не отвозит или как-то не помогает. Нет. Не хватает этих конфликтов, этих нездоровых отношений. К сожалению, невротическая история, она так выглядит. Но вы сделали такую вещь, вы как наркоман соскочили с иглы, понимаете? И сейчас испытываете ломку. Она пройдет, со временем у всех проходит, но вы должны четко, так как у вас может быть все, что вы хотите, включая секс, для этого не обязательно, кстати, выходить замуж. Я спрашивал, люди говорят, правда, можно заняться сексом без ЗАГСа. Хотя считают, что это некрасиво и греховно. Тем не менее. Так вот, у вас будет возможность жить как вы хотите, если вы будете всегда поступать для себя правильно, не терпеть ничего плохого и уходить, когда вам неприятно. Алексей, 35 лет, развелся из-за истерик и беспричинной ревности. Есть сын 9 лет, которого люблю и хочу общаться и воспитывать. Но жена всячески этому препятствует и настраивает его против меня. И он теперь ко мне относится плохо, считает, что папа их предал. Как сохранить хорошие отношения с ребенком в этом случае? Ну, вообще, я хочу сказать, есть два способа. Первый, подождать, когда ребенок вырастет, и все ему рассказать. Второй пожестче будет. Дело в том, что с точки зрения закона настраивание ребенка против одного из родителей является нанесением ребенку ущерба психическому здоровью ребенка. Еще раз. Если кто-то из вас настраивает ребенка против родителя, то адвокат это трактует как нанесение ущерба психическому здоровью несовершеннолетнего. И если суд будет жесток, то он может отдать ребенку на воспитание вообще другому родителю. Подумайте об этом. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Да. Алло. Меня зовут Александра. Михаил, у меня такой вопрос. Может быть, он не совсем по теме. У меня вопрос не как стоит ли сохранять отношения ради ребенка, а есть ли смысл продолжать общение ребенку с папой, если ребенок не особенно жаждет общаться с папой. Сколько ребенку лет? Ребенку 10 лет. Мальчик. И сколько лет? Хотел сказать, сколько лет папе, а что за проблема с папой? папой? Много. Проблема следующая, что мы, значит, с папой никогда не жили вместе. То есть это не был брак, это родился ребенок, он сказал, что будет помогать, он не женат, вечный холостяк, всю жизнь жил один, сказал, что я там буду помогать, все, и, собственно, он так и сделал. Он помогал первые... Да и до сих пор он всегда помогает, он платит хорошие алименты. Что касается там здоровья, каких-то таких моментов, он очень ответственен, он всегда поможет. Даже если он будет находиться за границей, он это все разрулит, найдет там, договорится. Но пока был ребенок маленький, он приезжал, где-то поигрался, посидел на выходные, игрушку привез, и все нормально. А когда ребенок начал взрослеть, то стала явно видна проблема, что особой связи как-то и нету. То есть папа хочет вырастить из него такого настоящего мужика, чтобы он занимался боксом, чтобы он был такой весь. А мальчик у нас совершенно не такой, потому что воспитан мной, мамой, и я не хотела там... А вы уже из бокса ушли, значит? Нет, мы в боксе даже и не были. И я он про маму. Ну? Ну да. Вот. Ребенок не хочет общаться. Да, и папа приезжает, и каждый раз вечный из выходного в выходной. Я понял, не надо. Ребенку насиловать мы не будем. Я вам еще кое-что расскажу про этот возраст и про права детей. Слушайте внимательно. В 10 лет мнение ребенка учитывается судом, если суд выносит какие-то решения, касающиеся интересов самого ребенка. Например, с кем проживать ребенку. А в 14 лет ребенок сам решает вопросы, связанные с его интересами, в частности, с кем ему жить, например, с мамой или с папой. То есть в 10 лет его мнение уже учитывается. Там есть такая в органах опеки, могут созвать комиссию психолого-педагогическую, и там ребенка опросить, и если он может выступить в суде и сказать, я хочу жить там с папой или с мамой. И суд, по идее, обязан прислушиваться к мнению ребенка в 10 лет. Но ребенок сам еще ничего не может, он может только высказывать мнение. А в 14 он уже может сам решать, безо всякого суда, например, с кем ему жить. Так что для тех людей, кому это интересно, я рассказываю. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Михаил, да? Меня Сергей зовут, Нижний Новгород.
По поводу этого вопроса я хочу сказать, что не стоит сохранять брак, если там не будет каких-то более-менее полноценных отношений, которые ребенок будет видеть. Ну и по себе скажу, что когда разошлись, я даже где-то стал больше, да не больше, а стал намного больше проводить время с ребенком. Ну, может, я, конечно, что-то осознал, мне потребовалось больше этого внимания. И ребенок не терял ни в чем. То есть, если ребенку уделяется нужное время в том объеме, который ему требуется, и который мне требуется, никаких вообще вопросов не возникает абсолютно. То есть ребенок даже первый год, когда мы развелись, он даже не понимал, что мы разошлись. То есть я ему просто сказал, что я уехал там родителям помогать. И вот мы очень много общались. И это много сколько лет вашему времени. ребенку сейчас? Сейчас 9. Он уже понимает, что вы разошлись? Я думаю, да, конечно. Сейчас дети рано все Но понимают. не спрашивает. Он иногда проскакивал чуть раньше, пару лет назад, что а вот ты, отдельно, там, давай с нами. Но я так понимаю, что все-таки сейчас дети взрослеют рано, и он сейчас уже не задает таких вопросов. Потому что, может быть, и внимания ему хватает много. Тем более, как вы сами говорили, чем старше ребенок, тем ему становится меньше внимания, потому что друзья, школа и так далее, то есть они компенсируют. И вот сейчас, видимо, совпало так, что его потребность в моем времени и мое в его, оно как бы совпало. И мы вот на одном уровне как-то вот, ему захотелось без проблем, мне захотелось, там пошли в кино сходим, пойдем, то есть, как-то легко. И поэтому и там, конечно, были неразличные отношения, мы разошлись, там, расходились там несколько раз. То есть, нужно было еще раньше, наверное, разойтись. А мы разошлись как раз там было 3 года, такой возраст не очень, немножко, конечно, это не отложилось, но как-то это все сейчас выравнивается, я думаю. У него сейчас уже прошло какую-то осадочную. Спасибо, Сергей. Что я хочу сказать, друзья мои, из звонка Сергея напрашивается очень много интересных выводов. Вывод первый. Действительно, бывает такая история, когда у ребенка в наличии и мать, и отец, но отец вообще никакого участия не принимает в жизни ребенка. Формально он есть, а фактически он не гуляет с ним, не играет, не разговаривает, я не знаю, даже ненавистную мною тему уроки не делает. Вообще ничего не... Как бы папа сам по себе. Приходит, смотрит телевизор, читает газету, как считал в 60-е годы, так выглядит не принимающий участие в жизни семьи отец и так далее. И вдруг оказывается, что после развода какой-то интерес появляется к ребенку отца. Он начинает гораздо лучше к нему относиться, буквально проводить с ним больше времени. Это первое, такое тоже бывает. Второе, конфликт, который существует между отцом и матерью, пока они в браке, делает невозможным нормальные взаимоотношения ребенка с родителями. Потому что им не до него, им до обид, разборок, выяснения отношений и так далее. Когда они расходятся, вдруг оказывается, что нормально можно общаться тихо, спокойно, без агрессии. Я сейчас вспоминаю, недавно повторяли по телевизору знаменитый фильм «Экипаж», где с этого начинается вообще сам фильм, старый «Экипаж», не новый, где такая стервозная, мама, которая просто ненавидит своего мужа и всеми дергает ребенка. А ребенок, он плохо разговаривает, он какой-то свой язык придумал, помните? И папа говорит: ну что ты его дергаешь? Я что, опять все не так? Что ты все время мне говоришь, что я не так? Я вообще учительница, ты кто? Да, ты учительница. А ее просто тошнит от мужа. Она его просто ненавидит. И типа ради ребенка терпит. Рыдает все время. Такая истеричная она в этом фильме. А потом они расходятся. Муж наконец уходит. И она выходит замуж за другого мужика. Такой здоровый такой мужик. Это тоже не мелкий, кстати. И все душа в душу. И с ребенком нормально. И она такая вся счастливая. Это напоминает, это наводит на следующую тему. У нас, видите, какие все тяжелые истории. А есть очень легкая история. Знаете, вот без фанатизма, никто не орет, никто не конфликтует, никто не пьет, редкий случай. Просто не любят друг друга. Как вот тут быть? Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, меня Алена зовут. Михаил, а у меня к вам такой вопрос. Вам встречались в практике такие случаи, когда люди потерпели ради детей и никогда потом об этом не пожалели? Нет, что значит пожалели, не пожалели? Люди же разные бывают. Некоторые люди живут какой-то странной, ущербной жизнью, да? Они вообще привыкли терпеть. Это не вопрос жалости. В конце концов,
А с точки зрения тоже религиозной, семья и брак — это вообще испытание определенное, понимаете? Никто не предлагает ни жить по любви, ничего. Ну да, такая проблема, ну терпите. Вот если вы пойдете там в церковь, вам там объяснят. Понимаете, какое к примеру, дело? вот случай из жизни. Моя знакомая, будучи в возрасте каком-то таком уже довольно взрослом, лет в 15, стукнула кулаком и сказала, что папа, если ты уйдешь из семьи, то я с тобой общаться не буду. И папа ради нее остался. Хотя была у него любовь на стороне, и хотел он уходить. А сейчас он прекрасно нянчится с внуком, наладились отношения. Вы знаете, что я скажу об этом? Она бы выросла, она имеет подростковый максимализм. И она, я вам сейчас такой пример расскажу, а вы подумайте по поводу этой истории. Лет 15-20 назад, это очень давно было, пришел ко мне американский профессор психологии со своей женой. И как ни странно, как врач-врачи, он пришел к коллеге вот с такой проблемой. Их сын 7-летний никак не может принять их развод. Рыдает, прямо убивается, и ко мне пришел весь такой заплаканный, говорит, вот никак вот мама с папой, как они не будут жить вместе. А там еще речь шла о том, что так как он американский профессор, а мама русская, то кто-то один в одной стране, а кто-то другой в другой стране. И там не наездишься, конечно. Там 2-4 раза в год это максимум. И я не знаю, а ребенок маленький такой, и вдруг меня осенило совершенно интуитивно следующие мысли. Я его спрашиваю. Скажи, говорю, малыш, а тебе в классе кто-то нравится? Он говорит, да. В 1 классе он учился. Говорит, Маша мне нравится. Я говорю, слушай, а где ты был до школы? Он говорит, до школы я был в детском саду. Ты Машу с сада знаешь? Он говорит, нет. А в саду тебе кто-то нравился? Он говорит, Лена. Говорит, давай еще раз медленно, а то я что-то не врубаюсь. Год назад, когда ты не ходил в 1 класс, у тебя была Лена? Он говорит, ну да. А сейчас ты в школе, а что с Леной случилось? Он говорит, откуда я знаю? Дядя, вы что, тупой? Я же вам объясняю. В детском саду была Лена, а в школе у меня Маша. И я говорю, я, может, конечно, тупой, но у тебя год назад была Лена, сейчас у тебя Маша, а отец с матерью, по-твоему, должны всю жизнь вместе, что ли, прожить? И вы знаете, он это понял. Он в 7 лет понял, что он сам в течение года уже поменял 2 девчонок. И у нее тоже высохли слезы. Кстати, это была не единственная проблема, вторая была вообще жутко смешная. Они в Америке поехали на могилу его дяди. Ну, то есть не то, что на могилу, а папа, похоронил своего брата и взял его с собой, значит, на похороны. Ну, и это такая считается вообще в психологии серьезная психотравма, когда ребенок видит взрослых, занимающихся сексом. И вдруг он открывает дверь и видит, что его папа спит с какой-то тетей. Спит не в смысле спит, а в плохом смысле спит, в котором детям лучше этого не видеть. И у ребенка опять истерика, а главное, он говорит, как это... Он меня спрашивает, говорит, дядя, скажите, я не понял, мы дядю похоронили, а папа так вот, это вообще как понять? И вдруг я ему говорю, скажи, а когда тебя обижают, что ты делаешь? Он говорит, ну я к маме иду, мама меня пожалеет. Говорит, представляешь, у папы брат умер, у папы горе. Хорошо, женщина попалась добрая, пожалела твоего папу. И как-то ребенка отпустила после этого. Поэтому что я вам хочу сказать. На самом деле для детей это действительно проблема. Они не могут смириться с тем, что родители не живут отдельно. Но вы не можете обслуживать эгоистические интересы детей. Мой муж применяет психологическое насилие ко мне. Он ушел, хотел развестись со мной в наказание, что я защищаюсь от его нападок. Сейчас просится обратно. У нас 2 детей, 3 и 6 лет. Стоит ли сохранять брак? Возможно ли изменить его поведение в дальнейшем? Наталья, на минуточку, город Хьюстон. Так что, видите, весь мир имеет такую проблему, не только Россия. Дорогая Наталья из города Хьюстона. Тут не вопрос, стоит или не стоит. Во-первых, не надо изменять его поведение. Вы же не его мама. Хотите, живите, не хотите, не живите. Но если вы спрашиваете при прошу прощения, психическом насилии, психологическом насилии, стоит и не стоит, то у вас тоже проблемы серьезные. Друзья мои, я вам что хотел сказать. Дети, к сожалению, чувствуют ответственность, когда им вешают лапшу на уши и живут ради них, вы вешаете на них огромную ответственность за ваш развод. И если так получается, что вы терпите, а потом не терпите, взрываетесь, разводитесь, у детей ощущение, что это они не справились с вашей семейной жизнью. Поэтому, во-первых, надо как-то аккуратнее подходить к поиску будущего супруга. Во-вторых, если так отношения не складываются, вот я такую тему поднял,
может, когда мы к ней вернемся. Вот у нас все такие тяжелые истории, там, с алкоголем, с насилием, с агрессией. А простая история, вот как бы все нормально, никто тут никого не любит. Что видит ребенок? Мама с папой не обнимаются, не целуются, вообще мало общаются. Немножко напряженная обстановка дома. Очень такая рациональная. При этом у них есть потребность кого-то любить, только это не друг друга. И они как-то на автомате живут. Тогда что ребенок испытывает? Вот какие бывают интересные истории. Потому что мы привыкли к каким-то жестким историям, и типа, ну тут да, тут надо разводиться. Добрый вечер. Алло. Здрасте. Михаил, это Юля, опять я звонила вам. У меня остался маленький вопросик, хочу его задать. Я развелась 2 месяца назад, и отец не общается с детьми. Что правильно и в интересах детей им сказать? Почему папа не общается? Что он вас любит, но он такой слабый человек, что не может вас воспитывать? А он почему как не общается правильно? с детьми? Он сказал, что он занят с ребенком от своей другой подруги, с которой сейчас живет. И еще сказал, что я буду общаться с детьми, когда у меня будет время и настроение. И 2 месяца дети не видят его. Ну, да, что папа такой тяжелый, сложный человек, слабый, не может, к сожалению, полноценно общаться с детьми. Не хватает у него сил. А вообще я вам хочу сказать, есть такой гениальный фильм Андрея Звягинцева под названием «Возвращение». Многие его видели. Это тот редкий фильм, когда ты смотришь и понимаешь все, что происходит. Фильм закончился, и ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Потому что бывают какие-то фильмы такие заумные, я бы сказал, стрёмные, где с самого начала все очень непонятно. Такой сюр. А здесь как бы вот такие простые физические действия. Дети, мама, папа приезжает, папа их берет с собой, и между ними что-то происходит. Вот каждое действие абсолютно понятное. Фильм заканчивается, вот я не знаю, может, я такой тупой, я не понял ничего. Вот. Как-то Звягинцева я встретил, говорю, Андрей, прям фильм такой крутой, но ничего не понятно. Ну, а обычно режиссеры говорят, ну, я для этого кино снимал, я не буду объяснять, типа, вот, фильм все. Я никак не мог понять. Стал читать критику киношную. Там вообще полная пурга. Это о том, как Бог спускается на землю. Ну, в таком духе всякая критика. Очень нечленораздельно. И вдруг, совершенно случайно, я натыкаюсь на интервью автора сценария этого фильма. Он пишет: у меня 2 детей, 2 девочки. Я, когда разошелся с их матерью, я с ними не общался. Он не из Москвы, из какого-то маленького города. И однажды мы встретились с моими детьми на улице. Они спросили: папа, а почему ты с нами не общаешься? Я им сказал: вы знаете, а папа ваш вообще никто. То есть я ничего такого себя не представляю. Вот когда я прославлюсь, я обязательно буду с вами общаться. Прошли годы. Как я понимаю, дети стали такие уже взрослые, лет 15-16, я не помню. И если вы не знаете, этот фильм сразу с первого раза, то это первый фильм Звягинцева и, кстати, первый фильм Лавроненко. Они оба получили главные призы на Венецианском фестивале. Естественно, их позвали туда. И вот тут папа появился и сказал: ну вот, дети, теперь папа может с вами пообщаться, папа из себя что-то представляет. Представляете, сколько больных людей в мире, да? Что у папы вообще в голове? Что типа, папа, во-первых, думает, что он еще великий к тому же. Вот. Только Шекспир сказал: дети, я не буду с вами общаться, пока я не стану Шекспиром, да? Но это какая-то странная история. Но, к сожалению, это правда. Друзья мои, наша программа подходит к концу. Какие напрашиваются выводы из нашего разговора? Первое. Не надо ничего терпеть ни ради чего и ни ради кого. Это пункт номер 2. Дальше. Как быть для детей, вы должны решать сами. Но имейте в виду, что если вы для детей страдаете, то дети тоже страдают. Вам кажется, что вы сохраняете для них семью. Но что видят дети? Друг друга ненавидящих взрослых людей, несчастную мать, постоянно раздраженного отца, каждый из которых считает себя заложником и жертвой детей, каждый из которых тупо тратит свою жизнь на то, чтобы якобы сделать перед детьми впечатление, что у них все нормально, а сами они друг друга не любят. И, видимо, и детей, кстати, тоже не любят. Здесь нет таких прямых ответов. Там есть разные ситуации. Единственное, что я повторяю, у меня в правилах сказано все просто. Делайте, что хотите, и не страдайте, если вы страдать не хотите. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Пока.